Привет, друзья, мои новые подписчики! Сегодня хочу приготовить настоящий райский торт, рецепт которого вам точно должен понравиться. И начну с бисквита. Отделяю белки от желтков и белки начинаю взбивать сначала на небольшой скорости миксера, постепенно увеличивая. Частями добавляю сахар. Таким образом взбиваю до плотных пиков. Взбиваю белки я обычно от 6 до 8 минут. Хорошо взбитые яйца – это гарантия пышного, удачного бисквита. Когда белки взбились, я по одному добавляю желтки. И каждый желток еще пробиваю миксером примерно 30-40 секунд. В этот бисквит я использовала 4 яйца. Дальше вливаю растительное масло 25 грамм. И полминуты хорошо перемешиваю на небольших оборотах миксера. Отдельно смешиваю муку с разрыхлителем и с кокосовой стружкой. 150 грамм муки мне нужно, 6 грамм разрыхлителя и 30 грамм кокосовой стружки. Аккуратно перемешиваю венчиком и буду частями добавлять в бисквит. Каждый раз аккуратно перемешивая лопаткой снизу вверх. Духовой шкаф уже можно включать, разогреваться до температуры 175 градусов. Форма для выпечки у меня 18 сантиметров. Аккуратными движениями лопатки снизу вверх, все как любит бисквит. Переливаю форму. Выпекался у меня 40 минут. После прохожусь ножом по краям формы, чтобы не порвать бисквит, переворачиваю и снимаю форму. Разрезать я буду на 3 равные части. Благодаря кокосовой стружке аромат потрясающий. Если у вас серединка осела, как у меня, ничего страшного, просто аккуратно ножом я срезаю верхний слой.
а потом разрезаю на 3 части. Теперь буду готовить карамель. Для начала я беру сгущенное молоко 55 грамм и 160 грамм сливок и ставлю нагреваться. Отдельно я в сковородке с толстым дном беру 200 грамм сахара и на медленном огне начинаю его топить. Смотрите аккуратно, чтобы не пережечь сахар. Как только весь сахар растопился, сразу вливаем туда горячие наши сливки с молоком. Я это буду делать в 2 этапа, так как масса будет пузыриться и пениться. Когда сливки полностью я влила, провариваю еще 2 минуты. По желанию можно добавить пол чайной ложки соли. На мой вкус так карамель вкуснее. Потом добавляю 120 грамм сливочного масла и жду, когда оно полностью растопится. У меня оно холодное было, ну ничего страшного. Я после того, как растопился масло, проварила минуту, переливаю его в другую посуду. И всыпаю жареный миндаль 100 грамм. Я его превратила в крошку благодаря блендеру. Хорошо все перемешиваю. Накрываю пищевой пленкой и отставляю в сторону карамель, чтобы она остыла. А теперь займусь кремом. Для этого мне надо сливочный сыр 400 грамм, у меня крем-чиз, сгущенное молоко 30 грамм и 150 грамм сливок. Можно по желанию добавить экстракт ванили или же ванильный сахар. И все перемешиваю миксером. Перемешиваю не больше 2-3 минут. Консистенция должна быть такая, как на видео. Крем не должен быть жидким. Теперь собираю торт. Собираю так. Выкладываю первый корж, смачиваю его пропиткой. Пропитка у меня молоко 150 грамм и 1 чайная ложка сгущенного молока. Дальше я делю крем на 2 части и перекладываю для удобства 2 кондитерских мешка. Тонким слоем выкладываю верхний слой крема, а по бокам делаю бортики из более толстого мешочка, то есть более широкие бортики. И в середину я выкладываю карамель. Карамель я также поделила на 2 части, для удобства переложила их в кондитерские мешки. Сверху накрываю коржом, смачиваю пропиткой, и действия повторяются. Второй корж, те же самые действия, тонкий слой крема, по бокам бортики с более толстые, объемный, в середину карамель, накрываю все 3-м коржом. Фиксирую торт раздвижным кольцом, смачиваю сверху пропиткой и ставлю охлаждаться, настаиваться на 6 часов. Лучше такой торт оставить на ночь. У меня прошла ночь, я снимаю пленку, снимаю кольцо. По краям я прохожусь ножом. Каждый. Я решила сделать глазурь. 150 грамм молочного шоколада растопила вместе с растительным маслом 30 грамм. Аккуратно я создаю красивые подтеки.
Сверху посыпаю кокосовой стружкой. У меня осталось немного крема. Крем получается довольно несладкий, благодаря тому, что очень мало сахара в креме. Компенсирует его карамель. В общем, все в этом тортике сбалансировано, очень вкусно. Пишите в комментариях, как вы относитесь к такому рецепту. А я вас всех люблю, целую. До новых встреч!